Привет! Итак, чтобы снять видео, я купил видеокарту RX 6400 от компании AMD. И если не верите, то вот чек, если же верите, то вернемся к теме видео и сравним эту видяху с прямым конкурентом новой GTX 1630. Почему конкурентом, вы спросите? Ну, потому что стоят они абсолютно одинаково, $200 примерно. Это явно бюджетные видеокарты, далее у них по 4 VRAM видеопамяти, и они вышли буквально одновременно в конце лета. Я не смотрел еще обзоры в YouTube на обе эти видеокарты, не знаю, на что они способны, если честно. Просто зрители в комментариях очень просили снять видео, всем стало интересно, но окей, как бы снимаю. Что насчет 1630 от Polit, именно эта видеокарта, она не моя личная, я взял ее буквально на пару недель. Карта весьма интересная, из ключевых особенностей, если сравнивать с 6400, то данная видяха имеет коннекторы питания, у нее есть два дисплея порта и один HDMI, то есть можно подключить 3 монитора, а не 2, и на этом как бы все, отличие заканчивается. Насчет коннектора питания я сперва, честно, не понял, зачем он вообще нужен, ведь 1630 съедает не больше, то есть очень мало, там не больше 75 ватт, но потом я как бы подумал и понял, что коннектор дает возможность сделать небольшой разгон видеокарты, что по сути невозможно на RX 6400. Именно в MSI Afterburner вообще не работает любые манипуляции с видеокартой 6400, так что поднять частоты и выставить скорость вентиляторов на 6400 у вас не получится. В этом плане политовская 1630, можно сказать, чуть больше технически интересная не только количеством подключаемых мониторов и возможностью управления в автобюнере, но еще есть некоторые интересные особенности, и об этом давайте чуть позже. А сейчас чуток полезной информации для зрителей. Друзья, задумывались ли вы о том, что в вашей сфере мало платят и нет перспективы роста и развития? Может, вы хотите сменить работу, чтобы работать удаленно дома или из разных уголков планеты? И сейчас сфера IT дает обширные возможности и стабильный заработок. И самое время познакомиться с очень трендовой профессией в IT в 2022 году под названием No-Code разработчик. Если вкратце, то No-Code открывает для вас быстрый старт в IT, можно начать зарабатывать уже через 2-3 месяца после старта обучения. При этом не нужно учить языки программирования и тратить массу времени. Для этого достаточно просто пройти бесплатный вебинар «Как создать сайты и мобильные приложения без кода и зарабатывать на этом» от школы Codebreakers. Пройдя вебинар с коучем Codebreakers, вы буквально с нуля получите море полезных знаний, в нем нет воды, вам на примерах все раскроет, а именно что можно сделать на No-Code, какие инструменты использовать, как найти своего клиента и как начать зарабатывать в этой сфере. Ведущая вебинара Анна Радзиевская, CEO Codebreakers, запускала стартапы в США, No-Coder с большим опытом в крупнейших компаниях. В школе вас обучат логике создания IT-продуктов, а не просто No-Code сервисом, так что будет интересно и полезно. Причем полезны сегодня любые знания в IT, ведь это дает вам стабильность и независимость от любых внешних обстоятельств, начиная от стабильной заработной платы и заканчивая стабильным потоком заказов. Обязательно переходите по ссылке в описании под этим видео, записывайтесь на вебинар школы Codebreakers, осваивайте интересную профессию и зарабатывайте. Всем удачи! Ну а мы вернемся к теме нашего видео, продолжаем далее. И теперь хотелось бы вернуться обратно к Radeon 6400. И я нашел тут одну странность в рабочих приложениях тем, что я именно пользуюсь, а именно в редакторе Movavi. В общем, почему-то не работает там аппаратное ускорение от компании AMD на этой видеокарте. Именно в этом редакторе я делаю все свои видео, и не знаю, но AMD-шная видеокарта не видит просто приложений, поэтому весь видеомонтаж делается за счет процессора. Видеокарта не участвует в ускорении, в отличие от 1630, потому что 1630 есть поддержка NVENC, и она без проблем включена, то есть в эту Movavi. В общем, возможно, новая видеокарта RX 6400 еще не полностью адаптирована драйверами именно в этой Movavi, и потом уже, я думаю, скорее всего, появится ее поддержка, хотя 1630 тоже новая, и все как бы здесь абсолютно в порядке. И, кстати, я нашел в Radeon 6400 еще одну странность. Это то, что у нее не работает захват экрана через видеокарту приложения Adrenalin. И это печально, потому что 1630 это полноценно делает через GeForce Experience. И мне лично это очень удобно. Просто делать все через видеокарту, то есть без всяких там бандикамов и так далее. Не знаю, но RX 6400 почему-то вот лишили этой возможности. В общем, странное как бы восприятие компьютером новой 6400, куда более понятно и привычно в этом плане мне именно 1630. Как бы по факту 1630 это полноценная видеокарта, у нее имеются все возможности именно для работы. Но это как бы, конечно, второстепенное. Ну а сейчас давайте все-таки начнем тестировать обе карты, и делать я это буду
буду на современной машине с i5 11400F и также на материнской плате B560. И там есть, кстати, вот именно поддержка PCI-Express 4.0. А если у вас чуть более старый компьютер, а я уверен почему-то, что 80% людей, кто смотрит это видео, то есть покупающие, скажем, там дешевые бюджетные видеокарты, имеют дома именно слабые компьютеры, например, там с процессором, скажем, i3 10100 или Ryzen какой-нибудь там старенький, то в этом случае как бы у вас будет поменьше FPS на 6400. Почему? Ну, потому что весь ее потенциал раскрывается именно на современном железе с поддержкой PCI Express 4.0. А если у вас не самый такой, скажем, свежий процессор и у вас третья версия PCI Express на материнке, то потеряете вы при этом 10-15% на карте 6400. Это тоже очередная такая себе странность новых видеокарт Radeon. Ну, да ладно, посмотрим, что будет дальше. И теперь вернемся к теме видео. Итак, начнем тестировать. Скажу наперед, тестировать я буду все на всяких настройках Full HD, то есть на разных. Все же 4 видеопамяти у нас на видеокартах, и тут уж, простите, придется как-то выкручиваться. В общем, начнем с Forza 5 части. Все настройки я выставил на средний Full HD. Видим с вами, что 1630 заметно уступает 6400. Разница между ними почти 25 кадров, это на 35% меньше. То есть 1630 выдает в среднем фреймрейт на уровне 55 FPS, а 6400 порядка 70-80 или даже поднимается местами до 90. В обоих случаях в целом, как бы, ну если объективно, ну скажем так, приемлемые цифры. И я не скажу, что 1630 прям вот, ну, провальная. Это все же не 20 кадров, но именно на фоне 6400, конечно, она заметно уступает. Не знаю, на что там рассчитывала Nvidia, выпуская чип 1630, но в первом тесте я уже понимаю, что ждет нас дальше в этом видео. Начало уже интересное. Кстати, все записи видео я делаю прямиком с экрана. Еще раз напомню, что Radeon 6400 не умеет записывать через драйвер, поэтому пишу прямиком с монитора на камеру. И теперь давайте запустим чуть более сложную ролевую Medieval Dynasty. Это сложная тема, тут большой открытый мир, множество объектов, и видим, что 1630 выдает от 35 до 45 FPS. Это тот самый необходимый минимум в принципе, но RX 6400 отрисовывает 50 или 55, или даже местами поднимается почти до 60. Это в среднем опять-таки на 35% быстрее, чем 1630. По температурам обе видеокарты идут одинаково, в среднем не поднимаются выше 67+, и при этом, что записывал видео, я еще раз напомню, в конце лета и было в комнате плюс 29, так что температура очень низкая в обоих случаях. Ну окей, едем далее, и думаю, что с Medieval все понятно, и теперь в конце запустим что-то не очень прям требовательное, скажем, это GTA 5 на очень высоких настройках. Итак, если, друзья, не вдаваться в подробности, то думаю, самое время уже здесь поставить точку в этом сравнении двух видеокарт. GTA 5 прямо выносит вердикт 1630, и она рисует на 30-40 FPS меньше, чем Radeon 6400. Это очень большая разница. Нет, конечно, 70 плюс FPS на 1630 это весьма комфортные цифры для очень высоких настроек Full HD, и можно спокойно пройти игру, но вот именно на фоне Radeon 6400, конечно, очень сильно как бы здесь заметна разница, она уступает. Там прям вот поднимается больше 100 кадров, и в этом случае выходит, что у зрителей есть выбор, а именно, если вы купите, скажем, GTX 1630, то вы получите вполне полноценную видеокарту в плане рабочих приложений, вы получите удобство в работе с видео, и также, если вам нужен захват видео с экрана, вы тоже его получите, плюс можно даже подключить 3 монитора, но и при этом мы получаем средние результаты в играх, так что стоит выбирать, что вам важнее в данном случае. Если купите Radeon RX 6400, то вы получите что-то странное в плане рабочих приложений. Эта видеокарта не умеет даже записывать видео, то есть подключается всего 2 монитора вместо 3 на 1630, но зато, друзья, Radeon 6400 очень даже умеет запускать игры на высоких Full HD, и она быстрее, чем 1630 на 35-40%. Это очень большая разница. Так что, с одной стороны, у нас комфортная для работы, но средняя для игр 1630, а с иной стороны, это, то есть некомфортная для работы, но быстрая RX 6400. Решать уже здесь вам. Каждому, так сказать, свое. На этом у меня все, друзья, будем заканчивать. Увидимся уже очень скоро. Не прощаемся. Всем удачи. Пока-пока.